Станет ли этот инцидент с неотложной медицинской помощью, произошедшей на большой высоте, поворотным моментом в отношениях участников BTS? Почему? Имена Тэхёна и Чингука снова потрясли южнокорейские и международные СМИ, даже заставив тысячи фанатов истерически плакать среди волны домыслов и информационного хаоса. Один факт неоспорим: Ким Тэхён, известный как Ви из BTS, был эвакуирован машиной скорой помощи вскоре после того, как его самолет приземлился в международном аэропорту. Этот инцидент не только шокировал общественность, но и поставил большой вопрос о том, что же на самом деле произошло в салоне самолета за несколько часов до момента, заснятого на камеру медицинской бригады. И, что еще более удивительно, Чингук наконец-то заговорил дрожащим голосом и с выражением, полным эмоций. Согласно предварительной информации, поступившей в воскресенье утром по сеульскому времени, коммерческий рейс из Лос-Анджелеса в Южную Корею внезапно оказался в центре внимания после того, как пассажир бизнес-класса сообщил о серьезной медицинской неотложной ситуации. На борту самолета находились несколько VIP-пассажиров. И одним из них, как подтвердила авиакомпания местному СМИ Янеп, был Ким Тэхён. Вскоре после приземления на взлетно-посадочной полосе была замечена машина скорой помощи, ожидающая дежурства, а несколько очевидцев, присутствовавших на месте, сообщили, что мужчину с чертами, похожими на Тэхёна, вынесли на носилках в нестабильном состоянии, в кислородной маске и укутанного тепловым одеялом. Эта информация мгновенно стала вирусной, вызвав панику среди поклонников BTS, известных как ARMY. Но что еще больше напрягало ситуацию, так это молчание агентства HYB Labels, которое не давало официального заявления. Более 12 часов после инцидента. Отсутствие разъяснений со стороны официальных лиц усиливает неопределенность и открывает простор для разных домыслов. Пока публика гадала, широко распространилось 17-секундное видео, тайно снятое другим пассажиром. На видео виден мужчина в черной куртке с волосами, предположительно принадлежащими Чингуку, нервно стоящий в коридоре салона, несколько раз наклоняясь к кому-то, кого не было видно на сиденье. На записи слышен едва слышный звук сдержанного плача, и многие армии предполагают, что именно. Тогда Чингук понял, что состояние Тэхёна ухудшается. Была ли до этого ссора? Они сидели близко друг к другу? Кто первым обратился за помощью к бортпроводникам? Спекуляции разгорелись с новой силой, когда опытный журналист развлекательной индустрии Ким Джи Вон из диспетча опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что между двумя участниками BTS во время полета царило огромное эмоциональное напряжение. В сообщении Джи Вон упомянула, что, согласно внутреннему источнику авиакомпании, был слышен высокий тон голоса и словесное напряжение на корейском языке, которое невозможно было точно идентифицировать, но которое было связано с двумя молодыми людьми, которых, по всеобщему мнению, могли быть знаменитостями. До сих пор не было официального подтверждения достоверности этих заявлений, но этого достаточно, чтобы заставить ARMY по всему миру нервничать и начать строить массу домыслов. Кульминацией всех этих опасений стало короткое заявление, которое Чингук наконец сделал в 21 час 17 минут по сеульскому времени в прямом эфире на платформе Уиверс. Его лицо выглядело усталым, глаза опухшими, а
Тон был нетипичным. Дрожащим. Голосом он сказал: «Я никогда не думал, что сегодняшний день будет таким тяжелым. То, что вы видите, отчасти правда. Но, пожалуйста, никого не вините. Тэхён-хён очень много для меня значит». Он не предоставил подробного медицинского или хронологического объяснения, но этого было достаточно, чтобы подтвердить, что ситуация на борту действительно была необычайно эмоциональной. Вскоре после этого официальное заявление лейбла HYBE было наконец-то опубликовано в виде короткого текста. Мы подтверждаем, что Ким Тэхён проходит интенсивную медицинскую помощь после перенесенных нарушений артериального давления и легких симптомов шока из-за сильной усталости. Его состояние стабильно и находится под наблюдением нашей медицинской бригады. Мы просим общественность уважать частную жизнь наших артистов в период восстановления. Это заявление не затрагивает вопрос о проблемах или взаимодействиях между участниками группы, что открывает более широкий разрыв в интерпретации среди наблюдателей. Тем временем ряд крупных СМИ в Корее за рубежом начали публиковать расследование возможных физических и эмоциональных причин этого инцидента. Некоторые ссылались на плотный график сольной деятельности Тэхёна за последние 2 недели в Лос-Анджелесе, включая модные фотосессии и музыкальные коллаборации с несколькими американскими артистами. В других сообщениях упоминается внутреннее давление со стороны будущих проектов BTS, которые до сих пор засекречены. Но общая нить — это очень активная и эмоциональная роль Чингукав. Преодоление этого кризиса, что наводит на вопрос: не испытывает ли он чувство вины? Чтобы лучше понять, что происходит на самом деле, несколько источников. Представители корейской индустрии развлечений, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что в последние недели наблюдалась межличностная напряженность среди некоторых участников BTS, которые еще не служили в армии. Эта проблема, как утверждается, связана с разницей в карьерных приоритетах каждого участника, а также с внутренней динамикой переходного периода в группе. Однако, все это пока невозможно проверить независимо, учитывая очень сильную культуру молчания южнокорейской индустрии развлечений. Тем не менее, тот факт, что 2 участника BTS, известные своей близостью, некоторые фанаты даже прозвали их Тэгук из-за эмоциональной близости, пережили такой переломный момент в публичном месте, оказал огромное психологическое воздействие на фан-сообщество. Знаменитый психолог Пак Минс рассказал KBS News: высокое эмоциональное взаимодействие между участниками BTS является частью их привлекательности. Когда происходит что-то, даже незначительное, что нарушает отношения, фанаты могут глубоко почувствовать это. Потому что они чувствуют эмоциональную привязанность. Это воздействие также ощущается в социальных сетях. Менее чем за 48 часов более 6 миллионов комментариев заполонили платформы Weverse, Instagram и X, содержащие молитвы, переживания и надежды на выздоровление Тэхёна. И отношения между участниками сохранятся. Многие армии перепостили видео прошлых встреч Тэгука в качестве эмоциональной поддержки, а некоторые из международной фан-базы даже собрали средства, чтобы отправить цветы и любовные письма в больницу
Где проходит лечение Тэхён? Хотя официальной информации о месте лечения пока нет. С другой стороны, различные стороны теперь требуют больше прозрачности от лейблов HYBE, которые, как считается, слишком медлительны и не активны в предоставлении первоначальных разъяснений, тем самым увеличивая психологическую нагрузку на общественность. Ряд медиа-аналитиков предложили агентству начать рассматривать более оперативный и чуткий подход к кризисной коммуникации, учитывая масштаб глобального влияния BTS и необычайно высокую чувствительность их поклонников. В то время как спекуляции бушуют, вопрос, который чаще всего задают СМИ. Общественность заключается в следующем, что на самом деле произошло на борту самолета. Как у такой мировой знаменитости, как Ким Тэхён, мог случиться такой серьезный медицинский инцидент без предварительного предупреждения? И самое главное, что заставило Чингука, который всегда был известен своим спокойствием и рассудительностью, казаться настолько опустошенным, что он пролил слезы в прямом эфире? Чтобы ответить на эти вопросы, ряд СМИ начали более глубоко копать, используя сеть внутренних источников и репортажей с мест событий. В одном из репортажей JTBC Newsroom говорилось, что Тэхён выглядел сильно измотанным во время посадки в международном аэропорту Лос-Анджелеса, LAX. Анонимный сотрудник авиакомпании, дежуривший у выхода на посадку, сообщил журналистам, на нем была большая толстовка с капюшоном и темные очки. Он был очень тихим и держался за живот, словно сдерживая боль. Если это так, то есть веские основания полагать, что Тэхён находился не в оптимальном состоянии с момента посадки в самолет. Однако новым фактом, вызвавшим еще большее возмущение общественности, стали выводы диспетча относительно экстренной связи между бортпроводниками, медицинскими службами на Земле, попавшие на онлайн-форумы. На записи слышно, как бортпроводник сообщает диспетчеру, что у VIP-пассажира резко упало артериальное давление. Была бледная кожа, холодный пот, и он не реагировал на речь. Это заявление стало первым сигналом о том, что состояние Тэхёна в то время было гораздо более критическим, чем предполагалось изначально. Хотя HYBE предпочитает использовать термин «крайняя усталость». Медицинские источники утверждают, что симптомы совпадают с эпизодами вазовагального обморока или даже началом нейрогенного шока, вызванного глубоким психологическим стрессом. Почему психологический? Стресс называют одним из причинных факторов. Ответ кроется в двойном бремени, которое несут остальные участники BTS до наступления срока призыва. В последние месяцы Чингук и Тэхён оказались в центре внимания благодаря своей интенсивной сольной деятельности. Чингук только что завершил промоушен своего международного сингла, а Тэхён участвует в серии фотосессий для модных журналов мирового уровня и экспериментальных музыкальных проектов, о которых пока официально не объявлено. Плотный график, отсутствие перерывов и давление ожиданий со стороны публики описываются как коктейль давления. Смертельно опасный как морально, так и физически, рассказал менеджер кей-поп-артиста, пожелавший остаться неизвестным.